Всем привет, ребят. Так, ну что, мы продолжаем разбираться, делать какой-то гайд, обзор по каким-то ключевым моментам именно в нашей любимой игре Guardians of Claudia. Вот. Ну, какие-то вопросы, если остаются по таким темам, которые я записываю, им будет полезно. Естественно, многие, возможно, из вас кто-то знает об этом. Но в любом случае, вдруг кто не знает, у кого есть какие-то вопросы в этом плане, для них это будет каким-то пособием, скажем так, фундаментом понимания механики именно той темы, которую мы сегодня будем разбирать. Я запишу 2 видео друг за другом подряд, после этого видео сразу же. Первый момент это сейчас. Разделю эти видео отдельно, потому что может кому-то не нужно, да, эта информация. Это видео будет именно у нас про питомцев. Что касается именно наших питомцев, вот. Все, видео будет про это. Максимально постараюсь охватить весь спектр и характеристик, все, что касается питомцев, и максимально уложиться как бы по времени, чтобы его не растягивать. Я каждый раз вам это обещаю, но у меня это плохо получается, но желание просто донести до вас, если есть какой-то аспект, который многие путают и много раз ко мне обращались, когда просто в игре люди, и ты начинаешь объяснять, поэтому я стараюсь так на видео более подробно разобрать, ребят. Вот. Ну, соответственно, давайте перейдем к питомцам. Начнем мы с того, что питомцы разделяются по рангам. Питомцы есть у нас разных рангов. Вы можете посмотреть, какие питомцы есть вообще у вас в игре. Зайти насчет питомцы, сведения, галерея. Соответственно, смотрите, какой вам нужен питомец. Смотрите, тут такой момент. Питомцы, во-первых, делятся на ранги, второй, делятся они по стихиям. Что насчет рангов? Допустим, возьмем, ладно, скажу сразу стихии. Стихия огня, стихии земли у нас, стихии ветра и тьма есть. Вот, соответственно, по рангам. Допустим, огня возьмем. Начинается с самого простейшего ранга. То у нас обозначен будет зеленым цветом. Дальше у нас и плюс у них есть обозначение. Вот это у нас синий вот будет обычный ранг. 3 звезды, это чаще всего, который вам падает с ежедневных данжей, еще каких-то сундучков, походов, ежедневных событий, да, обычные. Они также крафтятся из обычного, можете крафтить его вот такой. Обычный, но уже загрейженный, фиолетовый, скажем, да, в рамочке она такая, уже 4 звезды. И, естественно, мы можем из фиолетового скрафтить уже вот такой золотой. Но их нельзя дальше грейдить. Их можно грейдить максимум. Грейдить имеется в виду апать максимум, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу. На 1 раз. То есть у вас максимальный, после этого грейда вы не можете грейдить его дальше, потому что это ограничение их по звездам, по левелу, то есть максимум еще раз на звезду и все. Вот, приписка SR, это уже идет у нас более редкий ранг. Соответственно, вот максимум сколько звезд вы можете апнуть с этого, да. Это вы можете его апнуть сейчас, допустим, да, вот с фиолетового на золотой. И этот золотой будет
вот одна красная звезда, так называемый 6 звезд, да, в игре, как все привыкли. Потом у нас мы можем еще раз апнуть на 7 звезд, и максимальная у нас вот это получается 8 звезд, да. На 8 звезд мы можем апнуть. Все, дальше у него нет, это его лимит. Что идет у нас выше? Выше у нас идут уже питомцы ранга SSR. Это уже редкие питомцы. У нас золотые, голдовые. Их можно апать, грейдить уже на более высокие ранги. И у них базовые статы будут отличаться, чем у этих, допустим, где посмотреть базовые статы, если сравнение. Допустим, тот же дух природы возьмем, вот базовые статы, да, SSR. И возьмем то же самое, допустим, стихии земли, возьмем вот этого, да. Ну, видите, базовые статы у них отличаются. Базовые статы дают прирост к самим питомцам, живучести, физмаг защиты, физмаг атаки. Вот. Дальше такой момент. Еще у нас также в игре есть очень редкие питомцы. У них получается редкость UR Grade. Вот. Это у нас, соответственно, ангел. У меня он есть. Чаще всего эти питомцы в каких-то ивентах будут добиваться частично за донат, где-то что-то так вам выпадет с каких-то коробок, с каких-то ивентов, да. Того же ангел вы можете, допустим, в шопе здесь, да, в магазинчике, допустим, здесь скупать перья, а вы можете скупать за алмазы, привязанные здесь перья в неограниченном количестве. Вы можете в неделю 2 пера здесь скупить максимум. То есть потихоньку. Плюс у вас потом откроется лабиринт, и вы сможете в магазине лабиринта, сейчас я вам покажу. Так, шоп лабиринта, где он был-то? Секунду. Получить. Вот лабиринт. В шопе лабиринта можете получить. Допустим, пройдя 3 этажа, я сегодня... у меня было 4000 с лишним очков, 1 перо мне выпало, 4 пера я взял. Вот у меня есть уже перья, да, 5 перьев я сегодня за один проход. То есть их можно спокойно фармить и без доната, то есть никаких вопросов. Это что касается у нас редкого питомца ангела. Есть также у нас еще 3 питомца, они в каких-то ивентах за донат. Да, это нелегко, это тяжко, долго, и это стоит каких-то денег, да. Соответственно, они по базовым статам отличаются, выше уже, да. У них у каждого есть уникальные скиллы, есть пассивные навыки. Это вы можете посмотреть в галерее. Это что касается, ребят, рангов, примерно как грейдится, и какие стихии есть, да, элементарно. И грейдить, расставлять вообще частый вопрос, что и как именно какому персонажу. Это я на каждом видео в виде гайда на каждого персонажа предоставляю. Еще будут видео по этой теме. На данном этапе я вам скажу, что, допустим, вы идете в ПВЕ где-то на автомате, ставите раскладку такую, что первые 2 питомца, это которые ваши бьют, дамажат, третий у вас, который это просто стоит пассивный, да, который в основном для дефа, он вам не нужен. То есть, допустим, если он... И есть такой момент, если вам урона не хватает, есть питомец, который сильно раскачан, допустим, из первых 2, и старайтесь просто, если на авто где-то что-то фармите, ходите там в данжен, этого сильного питомца ставить вторым. Почему? Потому что
больше раскачан. Не смотрите, что у меня так, потому что здесь у меня эмблемы. Почему это делается? Потому что на авто бьет первый питомец, потом бьет второй, переключается на второго питомца, бьет второй питомец, да, на авто, да, когда вы бегаете. И, соответственно, второй питомец остается и бьет дальше с руки, пока КД не пройдет первого и обратно не перейдет на него. Соответственно, сюда ставим более сильного. Это такой небольшой лайфхак. И он побольше дамажит, да. Что нам дает верхняя строка расстановки питомцев, ребята? Верхняя строка — это полностью активная строка. Нам дает она именно навыки персонажей. Нам дает при левеле прокачки, конечно, бонусные статы, которые также вот этот левел действует на все остальные нижние строчки, да, у нас вспомогательные. Соответственно, учитывается на вспомогательных у нас наименьший левел верхней строчки активных. Какой здесь наименьший левел прокачан? Здесь у меня 120, соответственно, на всех остальных пассивах 120. Поэтому старайтесь как-то примерно равномерно их прокачивать, чтобы у вас и с пассивных больше было поинтов, и которые вам дают бонусы. Вот. Как вставлять с пассивных именно пассивные ячейки, вторую вспомогательную и в третью питомцев. Смотрите, ребят, первый слот — это всегда больше всего ОЗ нам дают питомцы с землей. Уже смотрите, какой питомец у вас есть и какой ОЗ она дает. Какой вам нужно, тот и вставляете. Второй слот для тех, кто бьет физической атакой, это будут питомцы ветра. Соответственно, смотрите, какой питомец ветра вам больше дает физ-атаки, физ-защиты. Третий у нас это опять идет питомец, который дает больше защиты. Нам ставим. Почему? Потому что третий слот, те, кто бьют физической атакой, третий слот пассивной ячейки будет тот, который дает больше защиты. Его ставим. Почему? Потому что нам защита это очень важна. Дополнительный навык на атаку, он на нас не действует. Допустим, магическая атака это нам ничего не дает. А вот магическая защита нам дает. Соответственно, вы сюда в основном ставите питомца, который вам дает именно вот этот стат больше всего. Соответственно, это будет, допустим, вот голем, да, тоже опять-таки земля, стихия. Это что касается персонажей с атрибутом атаки на физическую, да, атаку. Дальше, вторая строчка. Вторая строчка, первый на крит всегда работает и физической атаки. Всем питомцам это будет огненная стихия, потому что она дает больше крита. Но вы тут смотрите, что вам больше нужно. Сопротивление нужно или больше крит урона. Если ты ДД персонаж, берете огненный, потому что у него будет больше крита давать. Соответственно, смотрите, какой питомец есть огненный. Они между собой тоже различаются. Из-за базовых статов могут по-разному давать эти статы. Дальше слот точно так же. Это у нас уклонение и меткость. Тут чаще всего у нас идет ветер. Но вы уже смотрите по питомцам, какой питомец вам больше даст этот стат. Тут тоже, где вам не хватает меткости, либо уклона, либо сбалансировано. По базовым статам циклон хорошо подходит. Третий у нас показатель у него еще не открыт, но тут будет ОЗ и отражение урона. Так что здесь будет тоже опять-таки хорошие питомцы земли, либо с этим, с ветром. Опять-таки, есть такой момент, ребят. Многие жертвуют уже вкачанными, сильными, с пассивных навыков для грейда своих питомцев уже на 10-ю звезду.
допустим, взять, допустим, я его сделаю на 4, еще звезду добавлю, да, 9 звезд. И мне для грейда пира дракона для развития нужен еще один, да. Мое мнение, это ошибка. Пока у вас нету запаса, скажем так, на прочности по статам, которые вы сильно просядете при смене, допустим, чтобы вы получите активный навык, усиленный персонажа, и статы чуть лучше, да, но вы потеряете пассивные статы своего персонажа, вы усилите питомцев. Так что на это тоже обратите внимание. Вот, дальше второй момент. Сейчас, секунду, ребят. Второй момент про питомцев. Дальше. У вас справа в окне с питомцами будет камень, называется Владыка питомцев. Соответственно, что он из себя представляет? Можете даже подробно, открыв даже восклицательно, скажет, да, после достижения цели характеристики питомцев улучшатся. Ну, тут все уже сказано. Просто есть условия, при которых вы получаете это улучшение. Да? Допустим, у меня сейчас улучшено выставить 4 питомца 7-звездочных. Да? Соответственно, у меня они есть. И у меня вот активировалась вот такая стата дополнительно. Да? И у нас показывает на следующем левеле, что нам нужно, чтобы достичь вот этот показатель, да. То есть мы уже снижение магического урона питомцев у нас плюс 5, на следующем левеле у нас плюс 5% добавляется, соответственно. Что нам для этого нужно? Нам нужно выставить 2 питомца 10 грейда, 10 звезд. 10 звезд у меня вот, то есть ангел, если я, допустим, сделаю пира дракона или медведя 10 звезд, у меня активируется этот бонус. Мы видим вот эту разницу БМ, что мы получим. Нажимаем улучшить и получаем эти статы. Это хороший буст, это хорошие статы. Это хорошие статы для укрепления наших питомцев. Они очень важны. Дальше. Дальше про улучшение я и переброска не буду говорить, это все элементарно. Улучшаете до определенного ранга, у вас есть условия, которые должны выполнить. Выполняете эти условия, делаете прорыв, получаете бонус. Какой бонус вы получаете, показывается. И, соответственно, вы апаете своего питомца. Живучесть, АЗ, все, крит, все. Плюс эти же статы некоторые даются персонажу вашему. Так что имейте в виду. О талантах я наглядно показываю, как только откроется у нас, расскажу, потому что у нас на сервере пока что нету, и у меня нету персонажа раскачанного. С персонажем я иду питомца. Питомец, чтобы мы могли таланты юзать, нам 10-звездочный нужен, но это чуть позже я вам покажу. Во втором видео таланты отдельно я вам запишу. И такой момент. У нас также есть, сейчас, секунду, образы питомцев, ребят, внешки по-русски. Многие внешки вы можете получить, ребят, бесплатно за выполнение какие-то ивенты, да, вам даются коробки. Я не помню, там, по-моему, еще и за донат какой-то дается, ежедневно или что-то. Не суть. Это не проблема, вам дадутся мешки, с которых вы будете доставать вот такие фрагменты питомцев. И когда вы накопите вот достаточное количество, вы можете заюзать этого. Что дает эта внешка? У вас вот способность интеллекта плюс 120. То есть
базовым статам интеллекта плюс 120 добавляется, да, и у каждого свое. Есть такие внешки. Есть донатные внешки. Частью в таких ивентах бывает. Допустим, вот сейчас у нас есть вот такой донатный ивент, да, дает способность ОЗ плюс 100, способность интеллекта плюс 100. Но это не делайте на это акцент, потому что они, как бы вам сказать, не оправдывают ту цену, которую и то время, потраченное на них. Дальше идем к эмблемам, ребят. Значит, эмблемы я вас как бы вам подсказывал даже в гайдах каких-то играх, что и как примерно делать. Ничего не изменилось. Эмблемы, ребят, крафтятся у вас, добывается с этих сундуков дьявола. Их можно ежедневно скупать здесь. В этом шопе испытания за очки, которые вы с арены добываете. Нет, за активность, прошу прощения. За активность, вот сундуки дьявола. Обычные. Соответственно, вы их заходите в клан Холл гильдии, нажимаете использовать, призываете этих пушистых медвежат, бьете, и с них вам падает именно вот такие эмблемы. Обычные эмблемы. Из них вы можете из 3 скрафтить синий. И вы из 3 синих можете скрафтить себе вот такую фиолетовую, соответственно, и выше ранг. Естественно, базовые статы меняются с грейдом, и у вас появляется навык. Вот на фиолетовой эмблеме один навык, а вот уже на таких это у нас получается ранг, сейчас я вам скажу, 4. На 4 и выше у вас получается на 4 будет 2 навыка, и уже 5 3 навыка. Ну, естественно, грейдите дальше, да? Список навыков. Можете посмотреть кнопкой предпросмотр, нажав. Навыки делятся на 3 категории, 3 ранга. Это вот синие обычные, которые есть. Они все схожи, просто меняются статы, которые даются. Допустим, возьмем, да, вероятность 50%. Этот же берем уже розовый. Тут меняется у нас что? Время восстановления 120, здесь время восстановления 50, соответственно, золотой самый редкий будет время восстановления 30. Соответственно, вы можете здесь посмотреть, какие есть навыки, какие навыки вам больше подходят вашему персонажу. Либо вы хотите поймать какой-то навык, допустим, вот дает выживаемость персонажа с вероятностью 40%, да, оживляет персонажа при получении смертельного урона. Либо какие-то навыки берете, которые усиливают вашего питомца. Вот, соответственно, вы так вставляете именно эти эмблемы. Так, ну, в принципе, все. Под конец скажу так. Где их добывать, все знаете, наверное, это призыв колокольчиков, который вы получаете за ежедневные данжи, за ивенты какие-то, плюс вы можете скупать их в шопе в разном, за арену, за активность. Везде практически они есть. Стоит ли на них тратиться, делать? Стоит, ребят, если у вас чего-то не хватает, если вам трудно добыть, вы что-то крафтить. Если вам это нужно и вам этого не хватает, да, это для этого сделано, стоит. Стоит ли акцентировать на них внимание, на питомцах? Да, стоит, потому что это основа вашего персонажа. Это игра про питомцев. Они сильно вас усиляют, бустят и очень сильно вам помогают, соответственно. Вот. Ну, дальше про именно призыв. Именно весь расскажу. Здесь у нас тоже ведьминый призыв. Помимо колокольчиков есть такие кристаллы очень редкие, редко падают с разных ивентов. Либо достижение каких-то ачивок вы можете получить. Допустим, это вот охота за сокровищами. Вы получаете определенную, допустим, определенную вот на первых порах, да. Третьим
этапе, пятом этапе и так далее. Вы получаете вот, осколки питомцев. Вот вы получаете вот такие камни, чтобы добыть. И у вас награды с каждым разом вот вы получаете, меняются. Все это на питомцев. Плюс также вы можете задания с наградами здесь, как видите, выставлено ежедневно, что советую. И еще один вариант, где это можно сделать, это сокровище света звезд называется, я ее называю рулеткой. А здесь советую копить эти монетки, там по 5 штук, по 10. Здесь выраливать, если есть алмазы, можно потратить, пока у вас здесь хотя бы один питомец 50 осколков золотых не будет. Когда он у вас будет, крутите и старайтесь его выловить. Вот так. То есть вот на такую пустую не тратьте. Лучше копить. В принципе, все. Здесь у нас вы призываете питомца. Высокий шанс, что вы призовете ценного питомца. Как минимум вы призовете тут редкого питомца. Это фиолетовый питомец, 4 звезды. Соответственно, вы получите также здесь за неудачную попытку получите вот эти камушки. Для чего они нужны? Вот следующая строчка. Вы можете с помощью этих камней заменять на нужного вам питомца, но замена рандомная. То есть нажимаете заменить. Если вам этот питомец подходит, нужен, вы сохраняете. Если не нужен, нажимаете отмена, да? И у вас это сохраняется питомец. Для замены такого фиолетового нам нужно 40. Для замены нам такого золотого питомца SSR нам нужно 200 очков. Вот, знаете, если вам где-то что-то одного питомца не хватает, можете здесь попытать удачу, если у вас есть эти очки. Дальше. Продвинутое преобразование, ребят. Что это такое? Продвинутое преобразование мы можем применять уже к питомцам от 7 и выше звезд. Для чего это сделано? Это, допустим, у вас есть пиродракон, но вы хотите его заменить, допустим, на другого питомца, да? Вам не нравится пиродракон, вы хотите его изменить. Неважно, какой питомец вы хотите изменить. И у него уже, вот видите, уже 7 звезд, 7 и выше. Вы можете зайти туда, нажать преобразование, берете вам нужный питомец, допустим, вот циклон, да, и что вам нужно? Вам нужно сюда в ячейку вставить 2 питомца, нужные вам. Допустим, я хочу вот этого заменить на 2 фантома, да, 2, вот, то есть на одного фантома такой же звезды, такой же прокачки, все передается. Выбираете его, вот стоимость, нужны вот такие 3 сферы. Где они добываются, нажимаете сюда, и у вас за очки арены можно получить, можете получить за алмазы, можете обменять за оранжи. Соответственно, чем выше звезды питомца, которого вы хотите поменять, тем выше запрос на замену этого питомца. Допустим, уже 9 звезд, нам требуется 3 одинаковых. И заметьте, стихии должны совпадать. То есть вы не можете разные стихии обменять. То есть вы не можете стихию огня обменять на стихию ветра или стихию земли. То есть вы можете только стихию огня обменять только на стихию огня. 3 питомца, соответственно. И нам нужно что? 10 уже этих камней. Это вот что касается преобразования. Дальше переработка питомца сюда, ребят. Здесь никогда вот эти все не перерабатываем ради вот этого. Это большая ошибка. Все питомцы нужны. Все они для грейда нужны, особенно на ранних этапах, даже на поздних. Так что не надо просто так спускать их. Вы можете там это сделать. Допустим, вы хотите сюда вставить другого питомца, дерево, допустим, и хотите вернуть эти очки. Заходите в сведения, ищите своего питомца, если отсюда не выходя делать. И вот переработать. Нажимаете переработать, идти, выбираете своего питомца, вот мы туда зашли, вот, и нажимаете назад.
возвращаются все ресурсы, которые были потрачены на него. В принципе, все, ребят. Это все, что касалось питомцев. Где-то что-то я, если упустил, задавайте комментарии, вопросы в комментариях, ребят. Рад буду ответить и либо дополнить какой-то информацией, если я этой информацией владею, если я в курсе этого, я с вами поделюсь. Так, подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте канал. Мне это очень поможет. Спасибо, всего доброго.